Добрый день, мои дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Канал для тех, кто интересуется приготовлением вкусных блюд. Ну и где найти можно несложные домашние рецепты или просто провести хорошо время. Мне пришла электроплита. Сейчас, неделю назад я ее заказывала в интернет-магазине. Вот. И вот стеклокерамическая варочная поверхность. Тоже двухкомфорочная. У меня газовая. Вот я вам сейчас покажу. Где она тут? Вот, у меня газовая. Так как здесь нет природного газа, а есть только природный газ. Электролюкс. Но она газовая. Поэтому я решила заменить на электро. Вот такая коробка. Ой, она тяжелая. Вот такая коробка. Вот я уже как все это... Когда она приехала, я ее проверяла. Вот так вот. Сегодня должен прийти мастер. Ну, мастер. Электрик-мастер. Который подключит эту плиту. Вот. Ну, она вот точно такая же по размеру. Так, размер я вам вот так вот. Так, мощность 2600, 3200 ватт. Напряжение 220-240. Частота тока 50 Гц или 60. Класс энергопотребления А. Срок годности, срок службы 10 лет и срок гарантии 3 года. Вот, 3 года. Нужно как очень аккуратно, конечно, с ней обращаться. Так, ну вам видно, я думаю. Плиту эту вам видно, наверное. Ну вот здесь вот такие проводки. Что-то тут вот. Для меня это темный лист. Л, Н, тут что-то 3 проводка. Ну вот купила вот такую штучку. Сегодня вот мастер придет, он там подключит ее. Все. Вот такой обзор. 2 конфорки. Одна большая, другая маленькая. Здесь тоже есть этот замочек, который блокирует от детей хорошо. Вот время. Вот. Ну и здесь вот приспособление. Это как крепеж. Я не знаю, как мы эту крепили. Но сейчас мне надо будет электрошкаф вот этот вытащить. А потом уже смотреть, вот этот, снимать эту плиту. И надо будет смотреть, как она прикручена там. Я даже не знаю, может она там прикручена даже. Но сейчас вот пробежимся быстренько по руководству. Здесь вот такая книжка на русском, все крупный шрифт такой. Как вот установка. Вот. Опасность пореза. В общем, нужно очень аккуратно ставить посуду, потому что она стекло. И прям очень аккуратно надо. Не надо вот так вот кастрюлю со всего маха. И нужно, чтобы дно у кастрюли всегда было сухое, когда ты ставишь на эту плиту. Нужно протирать. Вот. Ну вот нельзя на треснутой. Ну, если вот так треснет, то нельзя уже готовить на ней. Ну, здесь вот все важные инструкции по безопасности, эксплуатация, опасность для здоровья. Вот тут прям все расписано. Да, вот тем написано, смотрите, опасность для здоровья.
Данный прибор соответствует стандартам электромагнитной безопасности. Тем не менее, лица с кардиостимуляторами или другими электрическими имплантантами, например, с инсулиновыми помпами, должны проконсультироваться с врачом, прежде чем использовать данный прибор, чтобы убедиться, что электромагнитное поле не окажет отрицательного влияния на их имплантанты. Вот даже что оказывается. Нужно, потому что импульс, наверное, передает. Вот интересно, я даже это не прочитала. Ну а где прочитаешь? Это только в этой книжке прочитать можно. Вот. Во время использования поверхность становится достаточно горячей, что может вызвать ожоги при прикосновении к ним незащищенными частями тела. Ну, это руки вот. Ну и, как я уже говорила, пока протирать ее нужно, пока она... горячей ее нельзя протирать. Пока она не остынет, потом только нужно холодной, что она холодная, потом только можно ее протирать. Ну, там, какой тряпочкой или как там, салфеткой, вот. Ну, сюда, в общем, нельзя ничего ложить. Например, когда готовишь, положил ложку, там тоже на поверхность нельзя ложить. Потом ручки у кастрюль, потому что плита-то вся нагревается, вот это вот. Не только вот эта серединка, она вся нагревается. Ну, вот, теплая становится. И ручки у кастрюль, они тоже нагреваются. Поэтому кастрюли вот такие вот, как у меня вот фирмы Рондел, там ну как прорезиненные такие ручки, как они вот, ну как вот, как сказать это, не резина, а вот эти латекс, как латекс или вот такое что-то. Вот такими можно брать. Ну вот ручки остаются горячими. Вот. Тоже вот нельзя нельзя, например, ложить кредитные карты сюда, вот, МП-плееры около телефона тоже нельзя. Все вот это электромагнитное поле может отрицательно повлиять на вот эти приборы. Вот, ну, рядом нельзя, чтобы оно не соприкасалось, ну и рядом тоже как, что вот бросил там где-то рядом. Вот. Так, ну, посуду. Какую мы используем для нее посуду? Посуду нужно использовать с ровными краями. И вот не тащить посуду, ну вот как мы снимаем, вот так тащим, да? Чтобы не поцарапать. Нужно аккуратно вот так приподнять, чтобы не поцарапать эту всю поверхность. Вот. И вытирать, как вытирать и мыть специальным гелем для вот этой керамической, ну как это стеклокерамика же, поверхность. Ну и все, здесь написано все, как собирать, как тут что, как перед этой, как перед эксплуатацией, все тут расписано, написано. Это можно прям ясным языком, с картинками, тут все, как книжка вот хорошая прям. А что, вот это какая-то фирма, у меня вот такая фирма, вот Сигмуна С. что-то Штайн. У меня эта фирма
У меня соковыжималка, оказывается, такая. Да, соковыжималка там она. Хорошая у меня соковыжималка. Но она не здесь у меня. Это хорошая. Ну и все вот. Здесь вся вот хорошая. Вот здесь даже защита от перегрева есть. Встроенный датчик температуры может контролировать температуру внутри керамической панели. И если чрезвычайная температура керамической плиты, то она автоматически прекращает работу, отключается. Если вот она перегрелась, сильно перегрелась, то она это самое сама отключается. Вот. Угу. Ну и здесь вот надо все прям прочитать. Здесь вот кнопочки, 2 кнопки, плюс-минус, потом отключение. И вот самое главное вот это, что дети не могут включить замочек этот от детей. Ну или даже от себя, что вот нечаянно, когда протираешь поверхность и нечаянно включил, так лучше ее отключить, чтобы вот это соприкосновение ничего не было. Вот. Так, давайте прочитаем вот настройки нагревания. Здесь слабое подогревание небольшого количества пищи на 1-2. Потом 3-4 повторное. Это быстрая варка при слабом кипении. Приготовление риса. 5-6 это блины. 7-8 это пассерование. И 9 это жарка с постоянным помешиванием. Обжарка. Это доведение супа до кипения. Это кипение воды. Вот на большой этой вот. Так, уход и чистка. Вот. Конечно, вот оно оставляет эти, как их, сразу вот твои пальцы. Ну вот, берете просто вот салфеточку. Любую салфетку. И вот протерли. И уже никаких пальчиков тут нету. Сразу как приготовил. Как приготовил, как она остыла. Сразу остынет. И сразу протер ее. И будет она блестеть. И радовать ваши глазки. Вот. Ну, в общем, все тут как вот даже про переливы на сенсорные регуляторы. Все тут написано. Так. Ну, про посуду. Посуда, по-моему, тут вся подходит. Где-то тут я читала, надо мне самой тоже так прочитать. Про посуду. Ну, вот посуда, по-моему, она вся. Так, сейчас в инструкции прочитаю. Ну, по-моему, вся я тут где-то читала, что посуда, по-моему, тут вся подходит. Вот здесь даже подсоединение, как панели, вот все нарисовано. Для меня это, конечно, темный лес. Ну вот, даже высота, все. Так. Да. Так что вот такое. Ну вот, да. Вот как вот здесь нарисовано.
Не используйте кухонную утварь с неровными краями или изогнутым дном. Если вот у нас вообще все ровные вроде бы как. Убедитесь, что дно вашей посуды гладкое, плотно прилегает и того же размера. Ну, вот чтобы вот этот размер, вот такая у тебя посудина должна быть. Вот здесь меньше, больше и здесь вот, чтобы... Ну, я выбирала для моей посуды, оно все подходит. И вот эти вот. И даже мне написали благодарность в этой книжке. Вот, благодарность. Благодарим за покупку нашей встраиваемой варочной панели. Надеемся, вы останетесь довольны ее характеристиками и преимуществами. Перед использованием данного изделия внимательно изучите руководство по эксплуатации. И вот храните данное руководство в надежном месте для использования в будущем. Ну, все вот эти книжечки у меня лежат они отдельно. Я вам разъяснила. Ну, вот сегодня должен прийти мастер. Все, я вам покажу, как мы все это установили. Как будет на этой кухне смотреться. А между прочим, вот это вот как такая же у меня века духовка. И она прям будет гармонировать с этой черной панелью. И та такая же, стекло тоже черное. О, надо же, я даже и не заметила. Вот. Ну, здесь написано тоже электропотребление всякое. Вот мастер тут придет, разберется, как что тут делать. Вот, здесь вот есть подсказки и советы. Вот. Все тут расписано. Ну, конечно, самой ничего не надо делать, если там что-то случилось. Лучше вызвать мастера, и он там все откроет, закроет, посмотрит. В общем, самой туда не надо лезть. Тут все сенсорное, так что должно быть все как мастером установлено, и мастер должен это следить. Ну, я думаю, на этом... Ну, я, наверное, не буду еще прощаться. Я вам покажу потом, как мы это установим. Вот. Уже в установленном виде, наверное, покажу. Ну, в общем, вот такой мой обзорчик на сегодня. Смотрите, пользуйтесь. Ну, про посуду я еще здесь прям прочитаю. Ну, отдельно стеклокерамика, для какой посуды она подходит. Ну, где-то я там прочитала, когда выбирала, она именно вот для моей посуды она подходит. Поэтому я, как говорят, будет утро, будет утро, будет пища, или как, или с утра голова лучше варит. Всем спасибо за просмотр. Вот, заходите на мой канал, готовьте со мной. Вот. Сегодня вот сын принес мне, на дачу ездил, вот, покажу вам. И вот теперь мне нужно все это обрабатывать. Вот, видите, огурцы, помидоры, ну это на салат. Вот кабачки, я только 2 кабачка купила. Думаю, это, ну вот и вишни. Вот столько вишни. Сейчас буду думать, или компот делать. Варенье мы не кушаем. Уже давно. Я замораживаю ее. Но у меня еще с того года есть замороженная вишня. В этот раз я вот заморозила, он привез. Ирга. Тоже хорошая очень ягода. Это... Она иммунитет поднимает. И у кого, по-моему, у кого низкое давление, ее как-то надо с осторожностью. По-моему, у кого низкое давление. Потому что оно вроде как повышает. Или у кого наоборот повышенное. Что-то как-то там написано было. Ну, это тоже... Я не уверяю. Это. Вчера я прям с удовольствием эту ягоду ела. Ой, у меня аж это... Рот там, язык аж это онемел. Ну, я чашечку маленько съела. Так что вот такая
Ну, вот чесночок тоже, вот чесночок. Все. Ну, вот сегодня буду, конечно... А это вот, как вот эта фасоль. Она вот пожелтела, ну, я не знаю как. Она вот, когда желтая, наверное, она готова. А вот вообще вот такую зеленую надо срывать. Вот. Тоже говорит, мам, не знаю, говорит это. Посмотри, что с ней делать. Я говорю, да нарежу, потом что-нибудь приготовим. И как вот овощи тебе будут. Ну, не тебе, а нам будут. Как на гарнирчик делаем. Ну, вот такое. Мы же в магазине покупаем вот эту замороженную смесь. Это вот такая тоже. Вот молодцы люди. Это самое. Придумали такую эту фасоль. Это ж фасоль, по-моему, да? Такая вот стручковая. Ну, конечно, наверное, это как... Наверное, забыла уже. Думаю, что фасоль. Импортер Россия. О, это, оказывается, вот эта фирма-то германская. Сама Германия. Изготовитель. Написано Россия. А упаковка Китай, что ли? Да, а сделано в Китае.